Так, ребят, небольшой ролик. В таких условиях непонятных. В общем, с телефоном есть проблема. Телефон Samsung A50, и он перегревается. Перегревается он в верхней части, то есть не там, где находится аккумулятор. Так, началось это внезапно. То есть я смотрел трансляцию, и он нагрелся необычайно сильно. То есть я, конечно, не скажу, что больше 100 градусов, но очень сильно нагрелся. Прям можно было даже почти обжечься. То есть ничего хорошего за собой это не следует, если так нагревается телефон. И вас, возможно, ожидают проблемы. Проблемы с дальнейшим выходом его из строя. На что стоит обратить внимание, то что этот случай может быть единоразовым. Допустим, при просмотре трансляции на любой из телефонов идет достаточно сильная нагрузка на процессор, от чего, в принципе, он так может и нагреться. То есть можно выключить это потребительское приложение, будь то игра или трансляция, и, возможно, сама проблема уйдет. А может быть и нет. В первую очередь я отключил все энергоемкие функции. То есть я отключил точку доступа, отключил интернет, отключил геолокацию, отключил Bluetooth. И, в общем, посмотрел, чтобы здесь ничего не было включено лишнего. Закрыл все приложения. После чего перезагрузил телефон, и, в принципе, ничего не поменялось. Следующий шаг, что необходимо сделать, я его зарядил до 100% в выключенном состоянии. То есть всю эту последовательность действий, что я сейчас рекомендую, вы должны провернуть со своим телефоном. После полной зарядки телефона выясняем, что все-таки нагрев вверху остался. Значит, также есть некоторые особенности при нагреве внизу, в центре телефона или вверху. Если он греется где-то у вас внизу или в центре, то, вероятно, возможно, проблемы есть с аккумулятором. То есть это не исключено. В нашем случае вверх греется. Там, где находится плата управления, модуль Wi-Fi и все прочее. Кстати, телефон нагревается не сильно, но чуть тепленький, то это в принципе нормально. Скорее всего, вы раздаете Wi-Fi, либо пользуетесь какой-либо из функций. Допустим, длительно пользуетесь Bluetooth. Если полная зарядка не помогла, если отключение всех приложений, которые вы использовали, и функций тоже не помогло, то здесь может быть такой вариант, что у вас телефон заражен вирусами. Скачиваете любой антивирус, Доктор Веб, Касперский. Имеется в виду для Android в моем случае. И проверяем его на вирусы. Вероятно, что он заражен вирусами. Но не факт. Но мероприятие, которое следует сделать сразу же, это очистить телефон от лишнего мусора. От лишних мусорных задач, которые выполняются в данный момент фоново. Заходим в настройки. Ищем в моем случае на 50 обслуживание устройства. В обслуживании устройства у нас уже пишет, что все в порядке. На самом деле у меня было занято очень много ОЗУ, то есть оперативной памяти. И необходимо сделать оптимизацию, то есть нажать кнопку оптимизировать. Я это уже сделал, поэтому у меня все в порядке. После, кстати, этого действия, после этой манипуляции, я больше нагрева не обнаружил. Также дополнительно можете перейти в ОЗУ и здесь нажать кнопку очистить. Если проблема не исчезла, возможно, сбоит какое-то приложение и нагружает ваш процессор. Делаем следующее. Переходим в Play Market. Заходим в Play Market или в похожее приложение, например, Samsung App Store, либо же Huawei App Store. Делаем следующее. Обновляем все игры и все приложения. Итак, значит, я обновил уже частично приложение. В целом, проблема у меня устранена. До проверки антивирусом я так и не дошел. Ну и в целом я не советую ее делать прямо сначала. Сначала сделать нужно простейшие действия. Да и вообще, самое первое, что необходимо сделать, и возможно это будет самое простейшее, это перезагрузить телефон. Да-да, иногда и такое бывает, что после перезагрузки все это устраняется. Насчет чехла. Многие могли бы подумать, что из-за чехла также телефон может перегреваться. На самом деле нет. Чехол никак не препятствует охлаждению процессора телефона и его внутренних компонентов. Попробуем структурировать наши действия. Значит, первое, перезагружаем телефон. Второе, отключаем все энергопотребляющие функции, в том числе и приложение закрываем. Обращаем внимание, в каком случае произошел перегрев, что было включено, возможно, это приложение лучше всего удалить. Производим очистку стандартными приложениями, либо же скачанными сторонними, их на самом деле очень много. Следующим шагом берем и обновляем все приложения. Если все вышеперечисленное вам все-таки не помогло, то стоит задуматься о том, что проблема может быть и физическая в том числе, то есть что-то с внутренними компонентами телефона. Конечно же, как и во всех случаях, существуют уникальные проблемы, которые, в принципе, могут не решиться теми способами, что мы перечислили. Поэтому, если у вас какой-то уникальный случай, возможно, лучше отнести телефон мастеру. Ну, на этом все. Всего доброго. До свидания.